Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый армянский торт Микадо. Торт необыкновенно вкусный, роскошный во вкусе получается. Торт именно с рассыпчатыми, песочными, хрустящими коржами. То есть это ни в коем случае не пропитанный медовик, как это может внешне показаться. Это именно очень богатый во вкусе, хрустящий песочный торт. То есть этот торт остается на протяжении нескольких суток хрустящим и рассыпчатым, если вы правильно его приготовите по этой технологии. И что очень важно, я считаю, в этом видео я покажу именно для тортоделов, как его сделать вот таким идеально ровным, чтобы потом его можно было украшать любым кремом, использовать также под мастику, также использовать его в нижние ярусы даже многоярусных тортов. Он очень стабильный, этот торт. Все покажу и расскажу в данном видео. Меня очень часто вы спрашиваете в комментариях, какие кухонные принадлежности, кондитерские принадлежности я использую в своих видео. Для приготовления этого торта я буду использовать вот именно эти кондитерские и кухонные принадлежности, которые я заказываю на сайте Temu. Эти кухонные кондитерские принадлежности реально незаменимы просто в работе тортодела и кондитера. Они очень облегчают труд, и очень важно, что они хорошего качества. Я ими всегда довольна. Что немаловажно, цены здесь от производителя. Заказ на сайте Temu можно сделать из любой страны мира. Очень быстрая доставка. Все промокоды, ссылочки я вам оставлю, конечно же, и в видео, и в описании под данным видео. Для того, чтобы получить непосредственно вот эти кухонные принадлежности, которые я активно буду использовать на протяжении всего моего видео для приготовления торта Микадо, вам следует сначала скачать приложение Temu на App Store или на Google Play. После того, как вы скачали приложение Temu, здесь в поисковой строке следует задать вот этот промокод на скидку DYB3333. Затем приложение Temu подтверждает нам, что действительно этот промокод дает нам возможность скидки на 100 евро. Затем следует зарегистрироваться на сайте Temu удобным вам способом через Google, Facebook, либо email или ваш телефон. Это делается элементарно, просто и очень быстро. И после регистрации сразу же нам выходит именно та страница непосредственно с теми кухонными принадлежностями, которые я буду использовать в приготовлении вот этого торта. Итак, допустим, мы выбрали вот такие миски, которые я активно буду использовать на протяжении всего видео. Это миски очень удобные для взбивания любых масс. Они прекрасно моются в посудомоечной машине, очень прочные. Выбираем нужный нам цвет, кладем в корзину, возвращаемся опять к нашему списку, выбираем до конца нужный нам товар, кладем его также в корзину, оформляем заказ, вводим все свои данные, оплачиваем и ждем уже быструю доставку нашего заказа. А теперь уже возвратимся к нашему торту. Сначала мы приготовим тесто. Для теста мне понадобится одно яйцо среднего размера, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара, 120 грамм сахара. Все это я перемешиваю просто до однородности. Сахар на данном этапе не растворится. Это нормально, это так и должно быть. Сейчас я вливаю туда 80 грамм растопленного сливочного масла. Масло ни в коем случае не должно быть горячим, просто комнатной температуры. Также сахар еще пока что не растворится. Вы это все можете, естественно, делать и в тестомесе. Я сегодня использую свой облегченный, так сказать, дорожный миксер, который я купила на сайте Temu. Я сейчас расскажу про его вес. Очень он мне понравился. Добавляю туда сейчас 180 грамм охлажденной сметаны. Сметана у меня здесь 24% жирности. Жирность сметаны можете брать от 15 до 30%. Вот такая гладкая масса в итоге получилась. Уже полностью у нас растворился сахар. Сейчас для вас специально взвешу этот миксер. Миксер весит 390 грамм. Обычный ручной миксер весит не менее килограмма. Я давно себе хотела приобрести такой миксер именно в дорогу, когда нужно что-то приготовить в гостях или еще где-то нет миксера. Очень удобно, и он очень компактный. 460 грамм муки я просеиваю в тесто и добавляю туда 1 чайную ложку без горки соды. Соду я ничем не гашу, она сейчас погасится, в принципе, уже в тесте при помощи кислой сметаны. Вкус соды не будет чувствоваться, но соду добавляем 1 чайную ложку соды без горки. В этом рецепте нужна именно пищевая сода, не разрыхлитель. Обязательно просеиваем и муку, и соду. Сейчас при помощи вот этого небольшого, назовем его так, походного миксера, мощность его 260 Вт, он прекрасно справляется. Я все это перемешиваю, всю эту массу.
Тесто здесь достаточно крутое, насадками крюк я это все делаю. Очень быстро и очень практично. Руки здесь практически я даже не испачкаю. Вот такая уже масса у меня получается. Тесто уже, в принципе, не липнет к рукам, даже на данном этапе. Собираю сейчас все со стеночек и выкладываю все это на стол. Собираю при помощи вот такой силиконовой кухонной лопатки, то есть она монолитная. У нее не отваливается верхняя часть от рукоятки. Я считаю, это очень важно, особенно в приготовлении кремов, теста. Эти лопатки также я заказываю на сайте Тему. Припыляю стол мукой, выкладываю все тесто. При помощи скребка для теста я его просто объединяю, то есть никаких лишних манипуляций, долгого вымешивания с этим тестом производить не нужно. Тесто очень податливое, главное, не забивайте его мукой. Мука здесь у меня совершенно обычная, 11 грамм белка на 100 грамм муки. Тесто я долго ни в коем случае не вымешиваю, вот такими движениями я просто его объединяю в общий комок. Просто чтобы объединились сейчас уже до конца все ингредиенты, и чтобы тесто стало однородным. Делаю вот такой жгутик из теста, и на весах сейчас его взвешиваю. 930 грамм у меня показывает вес. И разделю его сейчас на 10 равных частей по 93 грамма. Очень удобно это все на весах делать. Естественно, после каждого коржа у меня будут оставаться обрезки. Сейчас у меня 10 вот таких колобков. Я накатываю, убираю их обязательно под пленку, чтобы они у меня на столе не заветривались, эти колобки. И потом при образовании обрезков у меня еще будет 3 коржа плюс к этим 10. В общей сложности мне удастся из этого количества теста на 24 сантиметра в диаметре испечь 13 коржей. Так как тесто мы будем раскатывать очень тонко, его нужно здесь раскатывать действительно очень тонко. И что немаловажно, перед выпеканием первого коржа уже обязательно нужно разогреть духовку заранее на 180 градусов Цельсия. Сейчас каждый корж я раскатываю, как я уже сказала, примерно на 1, максимум 2 мм в толщину. Тесто очень податливое, оно очень хорошо раскатывается. Колобки теста убираем обязательно под пленку, как я это вам показываю на видео. 24 сантиметра. У меня здесь крышка от кастрюли. Я вырубаю сразу вот такой корж. Слегка оно ужимается, это тесто, может быть там на полсантиметра каждый корж, но это не столь критично. Обрезки я убираю также под пленку. И выставляю сейчас таймер на каждый корж по 7 минут. Выпекать я буду 7 минут в заранее разогретой духовке с конвекцией при температуре 180 градусов Цельсия. Это в моей духовке. Возможно, в вашей духовке понадобится больше или меньше времени. Выставляю таймер, потому что коржи крайне тонкие, и запекать я их буду до золотистого цвета обязательно. При помощи вот таких пластиковых досок, вы меня тоже очень часто спрашиваете, где я такие покупаю. Покупаю я их также на сайте Тему. Очень удобно с ними работать, с коржами, с этими досками. Также на них можно, естественно, резать и овощи, и мясо, и хлеб, все, что вы захотите. Очень удобно на этих пластиковых досках вообще любые коржи переносить. И бисквитные, и молочные девочка, и медовики. Очень удобно с ними работать. Они очень хорошо моются, эти доски, и занимают очень мало места. Итак, все коржи я выпекаю вот до такого золотистого цвета. В этом торте это очень важно, иначе вкус торта будет как бы такой размытый. Выкладываю сейчас все это на поворотный столик. Коржи идеально берутся в руки, то есть они не липкие, абсолютно как у молочной девочки, допустим. Вы их свободно можете складывать друг на друга, с ними ничего не случится. Они, конечно же, очень хрупкие, с ними нужно обращаться бережно из-за этого. То есть, как я уже сказала, опять показываю вам здесь видео, корж раскатываем на 1-2 мм. То есть, практически полупрозрачный такой корж должен получаться. Обрезки собираю сейчас в отдельный корж. Примерно с 3 вот этих коржей обрезков у меня получится отдельно еще один корж. Накалываю вилкой, убираю также выпекаться на 180 градусов Цельсия с конвекцией на 7 минут. Если у вас нет конвекции, при температуре 200 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз, нужно выпекать, смотреть по вашей духовке. 7, 8, возможно, даже 9 минут у вас потребуется в вашей именно духовке. Сказать здесь очень трудно. Вот такой тонкий корж. Идеально ровный он практически получается. То есть коржи очень удобные. Их можно также хранить в холодильнике, в пищевой пленке несколько дней. Но сразу говорю, чем дольше мы храним вот такие тонкие коржи, будь то молочная девочка, медовые также коржи, они теряют свой аромат. Вот это всегда важно помнить для любого торта. Вот так из обрезков я накатываю полноценный корж, как я вам уже сказала. То есть, кто будет сомневаться, все это возможно.
Но нужно придерживаться принципа, опять же повторяю, что коржи должны быть очень тонкими для этого торта. Последний корж выпекаю уже с обрезками. На них я вам сейчас покажу, какие они тонкие, какие они хрустящие, хрупкие, все эти коржи. Вот это крайне важно для этого торта. Видите, какой он красивый, румяный у нас получается, золотистый. Вот такие тонкие, полностью пропеченные обрезки получаются. Итак, получилось у меня 13 коржей. Возможно, у вас чуть больше или чуть меньше получится коржей. И это все, как вы будете раскатывать их. Вот такие они все ровные. И сейчас я уже готовлю быстрый крем. Для крема я беру для этого диаметра 500 грамм размягченного сливочного масла. Взбиваю его сейчас пару минут. Крем готовится элементарно, просто и быстро. Это обычный крем на сгущенке плюс с добавлением какао. Просеиваю сейчас в масло 4 столовые ложки какао-порошка. Какао-порошок у меня обычный, для выпечки, не алкализованный. Для крема очень важно просеивать какао, чтобы потом у вас не было таких темных вкраплений уже в креме. Это смотрится всегда очень некрасиво. Сейчас просто лопаткой перемешиваю, потому что у меня будет распыляться какао и закрывать камеру. Ну и вообще это всегда по кухне распыляется какао. Это очень видно на всех поверхностях потом. Лучше собрать лопаткой. Перемешиваю просто до однородности, ничего долго не взбиваю. И добавляю туда 760 грамм вареной сгущенки. По сути, 2 банки вареной сгущенки. Порциями примерно в 4 приема. Все также перемешиваю. На данном этапе вы можете добавить туда коньяк, ромовую эссенцию, все, что вам нравится. Я же люблю готовить этот торт Микадо без добавления коньяка, ромовой эссенции, чтобы раскрылся именно его такой сливочно-шоколадный, песочный вкус. Вот мне нравится так больше. Но это именно мое такое предпочтение. Естественно, очень многие добавляют туда и коньяк, и ромовую эссенцию. Все на ваше усмотрение. Получился у меня вот такой гладкий однородный крем. То есть крем устойчивый должен быть. Из него уже можно отсаживать любые украшения, в принципе. Я сейчас весь этот крем делю на весах. У меня получается 13 коржей, по 80 грамм крема на каждый корж я буду выкладывать. Удобнее всего, естественно, собирать торт на поворотном столике. Кладу такую силиконовую подставку, на которую я уже располагаю подложку для торта, чтобы у меня подложка для торта не скользила. При таких хрупких коржах это очень важно сделать. Итак, по 80 грамм крема я взвешиваю каждый раз это на весах, это удобнее всего делать. Здесь такое железное правило. На этот торт не нужно много крема между коржами. То есть эти коржи, они не будут у нас пропитанными, как в медовике, как в каких-то нежнейших сметанничках, молочной девочки. Этого не будет здесь. Крем нам здесь нужен для связки, но он должен быть менее чем 80 грамм крема. На данный диаметр я использовать не советую. То есть тут и в разрезе он должен красиво смотреться, и на вкус все-таки должен ощущаться. Все равно даже такой крем, он пропитывает эти коржи. Итак, последний корж я уже выкладываю на торт. С коржами, как я уже сказала, нужно обращаться крайне бережно. Как вы видите, я крем на каждый корж взвешивала на весах. Если вы особенно новичок, лучше делать именно так. Потому что, как я уже сказала в начале видео, я этот торт показываю именно для тех, кто хочет, возможно, его украшать уже как тортодел, для каких-то ярусных тортов, дизайнерских тортов. И этот торт вообще Микадо, он очень устойчивый. Его идеально использовать нижние ярусы, допустим, 2-3 ярусного торта. Да и вообще просто использовать под любой вид украшения. Он крайне стабильный, этот торт. Он отлично переносит любую транспортировку. Итак, сейчас при помощи кондитерского кольца, я его одену буквально здесь на минуту, чтобы стянуть как бы все эти коржи. Делать это нужно очень бережно, аккуратно, чтобы не повредить эти хрупкие коржи, чтобы просто эти коржи как бы встали на место. По-другому тут не объяснишь. Крема я вам уже показывала, немножко у меня осталось в миске именно на выравнивании боковин торта и на украшение. Я наполнила кондитерский мешок так небольшой частью крема и заполняю вот эти пустоты, которые у меня остались на боковине торта. Так идет минимальный расход крема и идеально ровно мы выровняем все бока этого торта. При помощи скребка для теста, ну или кондитерского шпателя, здесь такого небольшого, можно его так назвать, я выравниваю этот торт вот до такого, я бы сказала, идеального состояния. Обычно торт Микадо смотрится чем-то таким практически бесформенным, но как вы видите в моем видео, что его можно сделать вот таким идеально ровным, этот торт. Сейчас при помощи чистки для овощей я нарезаю 100 грамм молочного шоколада вот на такую стружку. Этой стружкой я сейчас, она достаточно крупная, я сейчас ей покрою именно боковины этого торта. А так как я буду разделять этот торт на порции, верх торта я покрою очень мелкой такой изящной стружкой, тоже шоколадной.
я натираю еще 50 грамм молочного шоколада уже на терке для шоколада. Прижимаю обязательно так шпателем. Это я делаю для того, чтобы потом разделителем для торта мне разделить на ровные 14 порций этот торт. Это очень удобно все делается. В комментариях вы меня очень часто спрашиваете, где взять вот такой разделитель для тортов. Этот разделитель для тортов тоже продается на сайте Temu. Вы можете его там заказать. Ссылочку на сайт я вам оставлю в описании под данным видео. И стоит он по цене от производителя. И вот такой уже превосходный результат у нас в итоге получается. Насадка кондитерская у меня здесь 4B. Отсаживаю вот такие незамысловатые завитки из уже остатков крема. Крема у меня больше нет. Это весь крем, который у меня остался. И получается у меня вот такой прекрасный торт Микадо. Обычно это что-то такое бесформенное. Здесь же мы его уже оформили. Его можно поставить на праздничный стол. Также кто-то захочет, может быть, в кофейне его предлагать. И вот такой превосходный результат. Я его убирала в холодильник. Вот так он нарезается спустя 2 часа проведения в холодильнике, этот торт. То есть разрезать его можно, но только пропиливающими движениями. И торт еще, конечно же, не пропитан этим кремом. Несмотря на то, что это масляный крем на сгущенке, он все равно пропитывает эти коржи. Вкусы еще спустя 2 часа, я бы сказала, не объединились. Вот так он выглядит в разрезе. Разрез, я бы сказала, не очень ровный, такой достаточно хаотичный, в крошках. Это спустя 2 часа. Здесь же у меня уже прошла ночь. То есть ночь торт провел в холодильнике. Вот так он нарезается. Здесь слышно звук при нарезании. И вот такой уже идеальный разрез у торта спустя ночь получается. Вы слышите, насколько он хрустящий при нарезании, этот торт. Он ни в коем случае не превращается в кашу. Он пропитан только в той степени, чтобы связать все эти вкусы. И вот такой идеальнейший разрез у нас получается спустя уже ночь. На следующий день он будет еще вкуснее. Торт Микадо долго хранится. Он необыкновенно вкусный и именно для тех, кто любит вот такие хрустящие песочные торты. Он также прекрасно надламывается вилкой уже спустя ночь. Сразу после сборки я не советую его употреблять, этот торт, потому что даже надламывание вилкой будет у вас происходить с трудом. Вот так он идеально нарезается даже на очень тонкие кусочки порционные уже спустя ночь. Вот так он прекрасно уже спустя ночь надламывается вилкой. То есть это роскошный песочный торт с хрустящими рассыпчатыми коржами и нежнейшим шоколадно-карамельным кремом. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.